Добрейшего денечка, мои шьющие волшебницы. Если вы не против, я буду вас так называть. Потому что я считаю, что люди, которые могут создать из просто куска ткани, да, прямоугольник какой-то ткани, ниточек, иголочек и пуговичек, такую вещь, которая будет и сидеть хорошо по фигуре, и подчеркивать достоинство фигуры, и также даже влиять на судьбу человека, на его развитие, на его успех, потому что, как мы знаем, что есть разные виды одежды, разные стили, то есть разные виды одежды применяются для различных случаев. То есть для свидания девочки одевают какое-то платье романтичное, для деловых переговоров люди одевают другую одежду, то есть все эти виды одежды, они влияют на из одного кусочка ткани создать вот такой образ человека, его имидж, его стиль. То есть это волшебство, это искусство. Вот. И сегодня у меня для вас тема, как рассчитать расход ткани для юбки полусолнца. Фасон полусолнца очень востребованный, девочки его любят, так как он женственный. На талии не добавляется лишний объем ткани, а вот этот клеш, который струится и развивается при ходьбе, добавляет образу женственности, такого очарования, легкости, нежности. При расчете нужно учитывать несколько факторов. Первый – это вид ткани, то есть тонкая эта ткань, плотная, вытягивается ли она по косой. Второе – это ширина ткани. Третье – размер, объем талии. И четвертое – это длина юбки в готовом виде. Итак, переходим к расчету. Итак, смотрите. Расчет ткани мы делаем перед походом в магазин. Я беру листок в клеточку, ручку и линеечку. Расчерчиваю листочек вот таким образом. Одна клеточка 10 сантиметров. То есть считаем. Стандартная ширина ткани 1,40 м, 1,50 м. Я вам покажу сейчас расчет для ширины ткани 1,40 м. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. То есть вот это у нас ширина ткани 1,40 м. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40. Ну и теперь продлеваем как бы в длину. То есть это вот у нас полотно ткани. Да? Берем, допустим, вот для размера М радиус должен быть 30 сантиметров. Как его рассчитывать, я вам покажу в следующем видео обязательно. Так, вот откладываем радиус 30 сантиметров. Да? Итак, смотрите. Расчет ткани мы делаем перед походом в магазин. Я беру листок в клеточку, ручку и линеечку. Расчерчиваю листочек вот таким образом. Одна клеточка 10 сантиметров. То есть считаем. Стандартная ширина ткани 1,40 м, 1,50 м. Я вам покажу сейчас расчет для ширины ткани 1,40 м. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. То есть вот это у нас ширина ткани 1,40 м. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40. Ну и теперь продлеваем как бы в длину. То есть это вот у нас полотно ткани. Да? Берем, допустим, вот для размера М радиус должен быть 30 сантиметров. Как его рассчитывать, я вам покажу в следующем видео обязательно. Так, вот откладываем радиус 30 сантиметров. Да? Да? Теперь длина юбки, допустим, у меня
Мне нужно сейчас рассчитать количество ткани для подкладки для плессированных юбок. Как шить плессированные юбочки из заготовок, из готовых заготовок плессе. Я вам покажу. Тоже хочу снять мастер-класс. Так, вернемся. Длина юбки. Допустим, у меня длина юбки плессе 75 сантиметров, подкладка мне нужна 70 сантиметров. То есть я считаю от талии, да, отложенная 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. То есть вот 70 сантиметров в эту сторону и сюда откладываю также 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И это тоже 70 сантиметров. Вот от этих точек откладываем по 7 клеточек. И теперь измеряем. Это 3,5 сантиметра. И откладываем от радиуса эту мерку 3,5 сантиметра. Вот у нас получилась четвертиночка полусолнца. Этот способ подходит для расчета юбки полусолнца, если вы шьете ее с двумя боковыми швами. Вот, с двумя боковыми швами. Теперь я беру листок и вырезаю. Так, вырезаем нашу юбочку. Смотрите, теперь учитываем ткань. Если это плотная ткань, которая по косой не дает, не вытягивается, ну, максимум там 1-2 сантиметра. То есть теперь мы берем, переворачиваем. И смотрите, переворачивать можно только для тех тканей, у которых оттенок не меняется, если вы ее перевернете. Как это проверить? Берете в магазине ткань, прикладываете, допустим, к себе в этом направлении ткань, смотрите, переворачиваете рулон и прикладываете уже в другом направлении. Если оттенок ткани не меняется, значит можно вот так переворачивать. Если у вас бархат или шелк, бархат нельзя переворачивать, шелк также не переворачивать. Оттенок меняется. Атласный шелк я имею в виду. Матовые ткани можно переворачивать. И опять же это подходит для однотонных тканей и тканей в рисунок, которые не нужно совмещать. То есть вот смотрите, совмещаем клеточки, да, вот все наши клеточки мы совместили, здесь совместили. То есть вот такой у нас расход ткани. Теперь считаем. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 сантиметров. То есть 1,40 м. Если ткань дает усадку большую, допустим, лен, хлопок 100%, штапель, там обычно 100% вискоза или 50 на 50 хлопок вискоза, тоже может дать небольшую усадку. Если дает большую усадку ткань, допустим, лен, нужно добавить еще 10 сантиметров на усадку ткани. Если ткань дает большую усадку, если небольшую, можно 5 сантиметров добавить. Тонкие ткани, такие как шифон, поплин, штапель, которые очень хорошо вытягиваются по косой. Косая у нас будет вот здесь. То есть когда вы раскроите юбочки на ткани, здесь будет косая, и вы когда подвесите вот так юбочку, здесь обычно из тонких тканей вытягивается вот это место минимум на 5 сантиметров. Шифоны могут и 10 сантиметров, и 15.
Ну, возьмем, у меня будет штапель, допустим. Я знаю, что он вытягивается минимум на 5 сантиметров. Больше я не буду рисковать. Ну, возьму 5 сантиметров. То есть здесь нужно отнять, да? Смотрите. Мы отнимаем тут 5 сантиметров и тут. И прикладываем вот так вот. То есть выше, ну или здесь смотрим, или здесь просто выше на одну клеточку прикладываем. То есть вот можно брать ткани на 10 сантиметров меньше. Кто-то, кому-то все равно 10 сантиметров, заплатит за 10 сантиметров и выбросит. Я не считаю целесообразным платить за 10 сантиметров. Плюс еще давайте проверим, вот почему я так делаю, сама рассчитываю. Это для ткани 1,40 м шириной. Если у вас будет ткань шириной 1,50 м, да, то есть вы добавляете еще здесь ширину, еще меньше будет расход. Можно в магазин взять свой этот рисунок. И уже когда вы точно узнаете ширину ткани, в магазине там подкорректировать ваш расход. Обычно, допустим, если вы у продавцов спросите, мне нужна юбку полусолнца, они могут вам сказать, что нужно 2 длины ткани. Да? Допустим, считаем 2 длины. 70 сантиметров умножить на 2, это 1,40 м. Да, совпадает. Ну, вот если мы учитываем вот это растяжимость по косой, то есть уже минус 10 сантиметров. Если будет ширина ткани 1,50 м, да, допустим, и растяжимость мы учитываем, то есть будет уже 1,20 м, да, 20 сантиметров, как бы тоже неплохо. Зачем их выбрасывать? И, соответственно, если ширина 1,30 м, есть такие ткани, а есть и 1,20 м, а у шелк есть шириной 80 сантиметров и 90, кружева французские тоже шириной 80-90 сантиметров. Поэтому там 2 длины просто не подходит. Опять же, если у вас будет ткань в клетку, по-другому будет расчет. 2 длины тоже никак не подходит. Расход будет больше. Если рисунок какой-то, полоска, допустим, которую нужно совмещать, тоже расход абсолютно другой. Поэтому нюансов очень много. То есть данный метод подходит для однотонных тканей, и оттенок которых не меняется, если мы перевернем. Запомнили, да? Расчет расхода для ткани в клетку, в полоску и с рисунком, который нужно совмещать, я вам покажу в следующих видео.